Представьте, что вы стоите у берега озера. Тихо. Ничего не происходит. Но если вы подойдете слишком близко, иногда достаточно нескольких секунд, чтобы получить смертельную дозу. Не потому, что вода ядовитая, а потому, что это место буквально пропитано радиацией. И самое странное — это не природное явление. Это сделали люди. И в этом видео мы разберем, как обычное Уральское озеро превратили в одно из самых опасных мест страны, почему это считалось допустимым, кто за это заплатил и что в этой истории страшнее самой радиации. Досмотрите до конца, потому что Карачай — это не просто история про аварию, не про один неудачный эксперимент, и даже не про катастрофу в привычном смысле. Это история о том, как обычное озеро шаг за шагом превратили в одно из самых опасных мест на планете. Почему это считалось нормальным? Кто знал и продолжал? И почему последствия этого решения никуда не делись до сих пор? Досмотрите до конца, потому что в этой истории важнее не то, что произошло тогда, а то, что делает ее актуальной сегодня. Урал — суровый промышленный край, заводы, леса, закрытые территории. Если посмотреть на старые карты Челябинской области, где-то между Каслями и Кыштымом можно найти небольшое синее пятно — озеро Карачай. Но если вы приедете туда сегодня, вы не увидите воды, вы не увидите берегов, вы увидите бетон, сплошную, ровную, мертвую поверхность. О Чернобыле знают все, о Припяти снимают фильмы, пишут книги, туда десятилетиями водили экскурсии. Чернобыль — это мировой символ ядерной катастрофы, громкий, трагичный, растиражированный. Карачай — другой. Это тихий ужас, медленный, скрытый за рядами колючей проволоки и грифами «совершенно секретно». Здесь не было одного рокового взрыва, который разделил бы жизнь на до и после за одну ночь. Здесь катастрофа создавалась методично, день за днем, год за годом. В Чернобыле разрушился один реактор. В Карачай целенаправленно сливали то, что оставалось от работы целого ядерного комбината. Уровень радиации в этом небольшом уральском водоеме достиг таких значений, что в начале 90-х годов просто постоять на его берегу означало получить смертельную дозу. Не заболеть, не получить осложнения, умереть за 1 час. 120 миллионов кюри. Это сухая цифра, которая мало что говорит обычному человеку. Но представьте себе радиационный фон, который в 2,5 раза превышает то, что осело на деревьях и домах вокруг Чернобыльской АЭС. И все это не размазано по тысячам квадратных километров, а плотно сконцентрировано в одной маленькой земляной чаше. Сегодня Карачаев вспоминает редко. Он остался в тени более масштабных, более медийных трагедий. Но именно здесь кроется одна из самых мрачных тайн советского атомного проекта. И возникает закономерный вопрос: как вообще это стало возможным? Как обычное, ничем не примечательное чистое озеро превратилось в самое смертоносное место на планете? До 1951 года Карачай было обычным озером. Небольшое, неглубокое, около 1,5 километров в длину, метров 300 в ширину. Максимальная глубина — 4 метра, не больше. Вода чистая, прозрачная. Озеро подпитывалось грунтовыми водами и атмосферными осадками. Никакой особой ценности. Не использовалось для питья, ни судоходное, рыбы почти нет. Просто озеро. Одно из 1000 на Урале. Рядом деревни, татарские, башкирские села. Люди живут, работают, растят детей. Озеро для них часть пейзажа. Ничего особенного. А в нескольких километрах стройка. Секретная, закрытая, огороженная колючей проволокой. Объект «Маяк». База 10. Челябинск-40. У него много названий, но суть одна. Здесь строят первый советский комбинат по производству плутония. 1946 год. Страна только вышла из войны. Разруха, голод, города в руинах. Но атомный проект — приоритет номер 1. Абсолютный, безусловный. Америка сбросила бомбы на Японию. Советский Союз не может остаться без ядерного оружия. Это вопрос выживания. Не метафорически, буквально. Маяк строят на рекордной скорости. 1000 заключенных, 1000 солдат, инженеры со всей страны. Стройка идет круглосуточно. Зимой, летом, в любую погоду. Первый реактор А запустили в июне 1948 года, меньше чем через 2 года после начала строительства. Это невероятный темп. Американцы строили Хэнфорд годами. Здесь рекордно быстро. Но скорость имеет цену. Реактор работает, производит плутоний.
Но вместе с плутонием – отходы. Радиоактивные, жидкие, высокоактивные. Тысячи кубометров. Ежедневно. Что с ними делать? В теории – строить специальные подземные хранилища. Бетонные емкости, системы охлаждения, контроль, изоляция на десятилетия. Но это долго, дорого, сложно. А производство плутония нельзя остановить. План не ждет. Нужно временное решение. И рядом – озеро. Карачай находится всего в нескольких километрах от комбината. Оно бессточное. Вода не уходит в реки, не связана с крупными водоемами. Люди его не используют. Кто-то из инженеров предложил, пока не построим нормальное хранилище, сливать туда. Временно. Это слово «временно» – ключ ко всему. Никто не планировал превращать озеро в ядерный отстойник навсегда. Это должно было быть на полгода, может, на год, пока не решат проблему по-настоящему. Первый сброс жидких радиоактивных отходов в озеро Карачай произошел в 1951 году. Потом второй, третий, 10-й, 100-й. Временное решение стало постоянным, потому что строить настоящее хранилище — это проект на годы. Ресурсы, деньги, люди. А озеро рядом, удобно, работает. Зачем что-то менять, если и так функционирует? К середине 50-х Карачай уже не было обычным озером. Вода изменила цвет, стала мутной. На берегах странный налет. В воздухе непонятный запах. Уровень радиации рос. Месяц за месяцем, год за годом. В озеро сливали не просто отходы, там оседали изотопы с периодами полураспада в десятки и сотни лет. Стронций-90, цезий-137, плутоний. К концу 50-х в Карачае скопилось больше радиоактивности, чем выбросила авария в Чернобыле. Но никто не знал. Жители деревень рядом не знали. Рабочие комбината знали частично. Руководство знало, но не считало это критичным. Озеро работало как временное хранилище, и пока оно работало, проблемы как бы не было. В 1957 году на маяке случилась авария. Взрыв одной из емкостей с радиоактивными отходами высокого уровня. Емкость перегрелась, не выдержала, взорвалась. Выброс в атмосферу огромный. Радиоактивное облако накрыло десятки километров. Тысячи людей попали в зону заражения. Это называется Кыштымская авария, одна из крупнейших радиационных катастроф в истории. Но о ней узнали только в конце 80-х. До этого все было засекречено. Карачай – часть той же системы, та же логика, те же принципы. После аварии часть отходов перенаправили в подземные хранилища. Но Карачай продолжали использовать, потому что альтернатива требовала времени, а времени, как всегда, не было. К началу 60-х озеро превратилось в самый радиоактивный водоем на планете. В воде, в иле, на дне концентрация изотопов, при которой любой контакт смертелен. Час на берегу – летальная доза. Не опасно, не вредно, смертельно. И вот здесь важно понять, это не случилось внезапно. Карачай не стало ядовитым за одну ночь. Это был процесс, растянутый на годы. Сброс за сбросом, решение за решением. Каждый раз кто-то подписывал бумаги, каждый раз кто-то разрешал очередную партию отходов. Каждый раз это казалось логичным, технически обоснованным, временным. Но временное накапливалось, слой за слоем, изотоп за изотопом. И в какой-то момент озеро перестало быть озером. Оно стало хранилищем, могильником, зоной, где законы природы больше не работают, где вода — яд, где земля — смерть, где воздух — угроза. А люди рядом все еще жили, не знали, не понимали. Никто не предупредил, потому что секретность была важнее их жизней. К середине 60-х в Карачае было сосредоточено около 120 миллионов кюри радиоактивности. Для сравнения, Чернобыльская авария выбросила в атмосферу около 50 миллионов кюри. Карачай в 2,5 раза больше. Но все это в одном месте, в воде, в иле, на дне небольшого озера. И оно лежало там, тихо, невидимо, смертельно. До 1967 года. А в 1967 озеро перестало быть пассивным. Оно начало убивать само. 1967 год выдался на Урале сухим, очень сухим. Озеро Карачай, которое годами безропотно принимало в себя миллионы литров радиоактивной воды, начало мелеть. Берега отступали, обнажая дно, а на дне был ил. Но это был не обычный озерный ил, это была концентрированная смерть. Смесь тяжелых изотопов, впитавшихся в землю,
высохла под летним солнцем и превратилась в мелкую легкую пыль. Системе казалось, что если отходы сброшены в воду, они надежно спрятаны. Вода – отличный изолятор. Она глушит радиацию, не дает ей вырваться наружу. Пока вода на месте, проблема кажется решенной, запертой под замком. Но природа не подчиняется приказам министерств. Весной поднялся сильный ветер. Для Урала это норма, но в этот раз шквалы подхватили с обнажившихся берегов Карачая ту самую радиоактивную пыль. Тонны зараженного песка и ила поднялись в воздух. Облако невидимой смерти понеслось над лесами, над полями и, главное, над деревнями. Радиоактивная пыль накрыла территорию, на которой проживало более 40 тысяч человек. Стронций и цезий оседали на крышах домов, на огородах, в колодцах, на траве, которую ели коровы. Люди дышали этой пылью, они ничего не подозревали. Не было ни сирен, ни экстренных сообщений по радио. Радиация не имеет ни вкуса, ни запаха, ни цвета. Она убивает молча. Только тогда, весной 67-го, руководство комбината осознало реальный масштаб собственной ошибки. Оказалось, что нельзя просто вылить яд в яму и забыть о нем. Оказалось, что временное хранилище — это бомба замедленного действия. И эта бомба только что взорвалась. Без огня и грохота, просто с порывом сухого весеннего ветра. Озеро больше не было покорным резервуаром. Оно вышло из берегов, не водой, а пылью. Это был момент абсолютной потери контроля. Система, которая гордилась своей мощью, своими технологиями, своей способностью укротить атом, внезапно оказалась бессильна перед обычным ветром и засухой. Опасность выплеснулась далеко за пределы колючей проволоки. Стало кристально ясно. Карачай — это не локальная свалка, это глобальная угроза, которая дышит, меняется и живет по своим законам. И именно в этот момент нужно остановиться и задать главный вопрос. Не о том, сколько Кюри разнес ветер, и не о том, какие изотопы были в этой пыли. Теперь самое важное. Ни цифры, ни даты, ни изотопы. Вопрос в другом. Как вообще такое могло случиться? Как страна, которая строила города, запускала спутники, учила детей в школах, как она могла десятилетиями сливать радиоактивные отходы в озеро и считать это допустимым? Ответ простой. И именно поэтому страшный. Карачай — это не злодейство, это не садизм, это не результат чьей-то личной жестокости. Это результат системы, в которой срочность всегда важнее безопасности. Где цель оправдывает средства настолько глубоко, что средства перестают быть видимыми. Начнем с контекста. 1946 год. Холодная война только начинается. Американцы сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Советский Союз отстает. Атомная бомба — вопрос выживания. Не завтра, не через год, сейчас. Для бомбы нужен плутоний. Для плутония — реакторы. Для реакторов — комбинат. Комбинат строят на Урале, в закрытой зоне, где-то между Челябинском и Свердловском. Называют его «Маяк». Объект номер 1. Приоритет абсолютный. Строят быстро, очень быстро. Первый реактор запустили в 1948 году. Это рекорд. Для сравнения, американцы строили свои объекты годами, с запасом времени, с расчетами, с системами безопасности. Здесь времени не было. И вот тут начинается то, что потом растянется на полвека. Реактор работает, плутоний производится, но вместе с плутонием — отходы, жидкие радиоактивные отходы. Тысячи, десятки тысяч кубометров. Высокоактивные, опасные на столетия. Что с ними делать? В идеале строить специальные хранилища, подземные бункеры, многослойные емкости, системы охлаждения, контроля, изоляции. Это сложно, это дорого, это требует времени, а времени нет. Рядом озеро, небольшое, Карачай. Оно не используется для питья, ни судоходное, ни стратегическое, просто водоем. Кто-то предложил, а давайте временно, пока не построим нормальное хранилище, сливать туда. Временно. Это слово — ключ ко всему. Никто не планировал катастрофу, никто не собирался превращать озеро в ядерный могильник навсегда. Просто сейчас удобно, потом разберемся. Первый сброс — 1951 год, потом второй, третий, 100-й. Временное стало постоянным, потому что строить настоящее хранилище — это проект на годы. Деньги, ресурсы, люди, а производство плутония остановить нельзя. План горит, бомбы нужны сегодня. И каждый раз, когда возникал вопрос, что делать с отходами, ответ был один — пока в озеро, потом решим.
Это не преступление, это рациональность. Холодная, технократическая, пугающе логичная. Инженеры решали задачу, как обеспечить непрерывное производство плутония при минимальных затратах. Озеро — решение. Эффективное, дешевое, быстрое. А что будет потом, это не их вопрос. Их задача — выполнить план. Вот здесь и начинается самое страшное. Карачай — это не ошибка, это решение, принятое осознанно, много раз, на разных уровнях. Документы, которые рассекретили в 90-е, показывают, люди знали. Знали, что озеро заражено, знали, что радиация копится, знали, что рано или поздно это станет проблемой. Но проблема была где-то в будущем, а план — здесь и сейчас. И это, пожалуй, ужаснее любой конспирологии. Потому что конспирология хотя бы предполагает, что кто-то понимал масштаб и скрывал. А здесь никто не скрывал. Просто никто не считал это важным. Секретность сыграла свою роль, но не ту, что кажется очевидной. Объект закрытый, информация засекречена. Люди, которые работают на комбинате, подписывают бумаги о неразглашении. Жители окрестных деревень не знают, что рядом ядерное производство. Секретность — это не заговор, это инструмент управления рисками. Если никто не знает, никто не паникует, не задает вопросов, не требует объяснений. Проще засекретить, чем объяснять. Проще не говорить людям, что они живут в зоне риска, чем эвакуировать их или менять технологию. И самое циничное — секретность защищала не столько от внешнего врага, сколько от внутренней ответственности. Если информация закрыта, значит, за нее не нужно отчитываться. Не перед населением. Не перед будущими поколениями. Люди, которые работали на маяке, часто сами не понимали, с чем имеют дело. Рабочие, которые обслуживали емкости, ходили к озеру, измеряли уровень. Многие не знали реальных доз облучения. Дозиметры были, но нормы условные. А главное, альтернативы не было. Работа есть работа. План есть план. Кто-то из инженеров, наверное, задавал вопросы. Может, предлагал другие варианты. Но система не слышит вопросов, когда у нее есть цель. Цель — плутоний. Средство — маяк. Побочный эффект — карачай. Побочные эффекты не обсуждаются. В этой логике нет места для сомнений. Потому что сомнение — это риск. Риск сорвать план, риск отстать, риск проиграть гонку. А гонка — это все. И вот что важно понять. Карачай — это не уникальный случай. Это модель. Модель того, как работает система, где цель настолько абсолютна, что ради нее можно пожертвовать чем угодно. Землей, водой, людьми, будущим. Можно сказать, ну, тогда были другие времена. Война, угроза, выживание страны. Можно. Но это не объяснение. Это оправдание. Потому что в любое время, в любой стране, под любой угрозой есть выбор. Можно строить хранилище дольше, но строить. Можно замедлить производство, но сделать его безопаснее. Можно предупредить людей, даже если это создаст панику. Можно. Но выбрали иначе. Выбрали удобство. Выбрали скорость. Выбрали секретность. И карачай — это цена этого выбора. Озеро стало свалкой не потому, что не было других вариантов, а потому что другие варианты были дороже, дольше, сложнее. И в системе, где главный результат, а не метод, такой выбор казался естественным. Вот что по-настоящему страшно в этой истории. Не радиация, не цифры, не изотопы, а то, как легко система приняла чудовищное как норму. Как логично, почти буднично она превратила природный водоем в ядерный отстойник и продолжала жить дальше, как будто так и надо. Карачай — это не озеро, это зеркало, в котором видно, на что опиралась логика секретности, спешки и технократического цинизма. И в этом зеркале мы. Потому что такая логика никуда не делась. Она работает и сейчас. В других местах, в других формах. Когда удобство важнее последствий. Когда срочность важнее безопасности. Когда секретность становится способом избежать ответственности. Карачай — это урок. Вопрос в том, выучили ли мы его. Если вам близок такой формат, без крика, без дешевых сенсаций, с попыткой спокойно разобрать, как на самом деле устроены такие истории, подпишитесь на канал. Здесь мы будем разбирать случаи, в которых официальная логика слишком часто оказывается удобной, но не полной. За любое удобное решение всегда кто-то платит. Когда государство выбирает скорость вместо безопасности, когда выполнение плана ставится выше человеческих жизней, чек все равно выписывается. Просто оплачивают его другие.
Кто же заплатил за Карачай? Заплатили люди, те самые жители окрестных сел, чьи дома оказались на пути радиоактивного следа. Те, кто пил молоко от коров, пасущихся на зараженной траве. Те, кто десятилетиями жил в зоне, где статистика онкологии и генетических мутаций была закрыта грифом секретности. Они платили своим здоровьем. Непонятными болезнями, которые местные врачи, связанные подпиской о неразглашении, записывали в карточках как вегетососудистая дистония или хронический синдром. Платили жизнями своих детей. Платили тем, что их земли стали непригодными для жизни на поколение вперед. Заплатили ликвидаторы, когда после пыльных бурь 1967 года стало понятно, что открытое озеро — это источник постоянной, неконтролируемой смертельной угрозы, было принято единственное доступное решение. Озеро нужно было уничтожить, стереть с лица земли. Но как убить воду? Ответ был прямолинейным и тяжелым — засыпать. Началась беспрецедентная операция, которая растянулась на десятилетия. Простые рабочие, водители бульдозеров и самосвалов работали в условиях колоссального радиационного фона. Кабины тяжелой техники обшивали свинцом, но это спасало лишь отчасти. Водители подъезжали к берегу, сбрасывали скальный грунт в зараженную воду и немедленно уезжали, уступая место следующим. Каждый брошенный в воду камень поднимал радиоактивные брызги. Каждая смена отнимала у этих людей здоровье. Они выполняли приказ. Они спасали регион от новых пыльных бурь. Они тоже платили. Цена Карачая — это не только миллиарды, потраченные на производство плутония, а затем на попытки спрятать его следы. Это тысячи сломанных судеб, скрытых за глухими стенами секретных архивов. Это поколение людей, выросших в тени угрозы, о которой им даже не разрешали говорить вслух. Система заметала следы, в прямом смысле слова, камнями и землей, пытаясь похоронить свою самую страшную ошибку на дне Уральского водоема. Они думали, что если засыпать проблему грунтом, она исчезнет. Озеро Карачай больше не существует. Точнее, существует, но не как озеро. В 1978 году начали засыпку. Грунт, камни, бетонные блоки, слой за слоем, десятилетиями. К 2015 году озеро полностью закрыли. Сверху бетонная плита, саркофаг, памятник тому, что здесь было. Официально проблема решена, но радиация никуда не делась. Изотопы, которые копились в озере полвека, никуда не исчезли. Стронций-90, цезий-137, плутоний, периоды полураспада от 30 лет до тысячелетий. Бетон их не нейтрализует, он просто закрывает, делает невидимыми. Под плитой миллионы кубометров зараженной воды, ила, грунта. Они будут там сотни, тысячи лет. Карачай засыпали, но Карачай остался. И вот что важно, Карачай не уникален. Подобные места есть в России, в США, в Великобритании, в Казахстане. Везде, где велась гонка за ядерным оружием. Хэнфорд в штате Вашингтон, американский аналог маяка. Там тоже сливали отходы в реку, в грунт, в хранилища, которые текут до сих пор. Полигон Семипалатинск. Сотни ядерных испытаний. Территория, зараженная на века. Селлафилд в Англии. Комбинат, где десятилетиями сбрасывали радиоактивные отходы в Ирландское море. Карачай — не исключение. Это правило. Правило того, как работала атомная гонка. Быстро, секретно, любой ценой. Но Карачай — символ. Символ определенной логики. Логики, в которой срочность всегда важнее безопасности. Логики, в которой секретность становится инструментом безответственности. Логики, в которой технократы решают за всех, что допустимо, а что нет. И именно поэтому эта история не только про прошлое. Она про то, что происходит, когда система решает. Цель настолько важна, что ради нее можно пожертвовать чем угодно. Когда временное решение становится постоянным. Когда побочный эффект превращается в катастрофу. Когда никто не узнает, означает, никто не ответит. Карачай — это урок. Урок о том, что секретность не защищает. Она только откладывает момент, когда правда все равно выйдет наружу. Урок о том, что технологии без этики — это не прогресс, это риск. Урок о том, что удобное решение часто оказывается самым опасным. Озеро засыпали в 2015 году, но радиация останется на тысячи лет. Документы рассекретили в 90-е, но люди, которые жили рядом, узнали о заражении слишком поздно. Многие, когда уже болели, многие, когда уже умерли. Комбинат «Маяк» работает до сих пор. Производит топливо для атомных станций, перерабатывает отходы.
Зона отчуждения вокруг Карачая до сих пор закрыта. Мониторинг радиации ведется, но проблема не решена. Ее решить нельзя. Можно только контролировать десятилетиями, веками. И вот в этом главное. Карачай нельзя исправить. Его можно только принять как данность, как напоминание. Напоминание о том, что некоторые решения необратимы, что некоторые ошибки нельзя откатить назад, что радиацию нельзя закопать, замолчать, засекретить. Она останется. Как факт, как след, как цена. Мы любим думать, что катастрофы — это исключение, сбои, ошибки отдельных людей. Но Карачай — это не ошибка, это результат системы. Системы, которая работала именно так, как была спроектирована. Быстро, эффективно, секретно, без оглядки на последствия. И самое страшное, такая система может возникнуть снова, где угодно, когда цель становится абсолютной, когда срочность затмевает осторожность, когда люди, принимающие решения, уверены, что они делают правильное дело, и поэтому имеют право не объяснять, не предупреждать, не спрашивать. Карачай — это не озеро, это вопрос. Вопрос о том, может ли государство считать такое решение нормальным. Вопрос о том, где граница между необходимостью и цинизмом. Вопрос о том, кто платит за удобные решения, и справедливо ли это. Озеро засыпали, залили бетоном, стерли с карт. Но оно будет под землей, под бетоном, в документах, в памяти. Как напоминание о том, что происходит, когда система решает, что ради цели можно пожертвовать землей, водой, людьми, будущим. Карачай — это не прошлое. Это предупреждение, и оно звучит до сих пор. Если после этой истории у вас тоже осталось ощущение, что самое страшное в Карачае не сама радиация, а логика, которая сделала такое место возможным, напишите об этом в комментариях. Как вам кажется, это была трагическая необходимость своего времени или пример того, как система начинает считать чудовищное нормой? И если вам интересны такие истории, подписывайтесь. Здесь мы будем разбирать не только сами катастрофы, но и ту логику, которая их порождает.